Итак, друзья, сейчас я буду вот так вот поджаривать красный сладкий перец и баклажанчики. У меня это специальная тарелка, она такая с дырочками. Вот. Но если уже у вас нет тарелки, то у меня есть видео, где я прямо на огонь вот так вот включаю плиту и вот здесь выкладываю, например, баклажаны и перец и просто на прямом огне поджариваю. Поэтому не переживайте, если нету такой тарелочки. Сейчас это все красивенько запечем, прям как на мангале запах. Вот так поворачиваем, переворачиваем, ждем, чтобы полностью вот эта вот верхняя кожура, чтобы она стала вот такая прям. То же самое с баклажанами. Итак, друзья, я уже приготовила и очистила. Как чистить, в общем, не показывала, потому что тут достаточно просто. Держите за хвостик и ножиком аккуратненько сверху старайтесь снять вот эту подгорелую кожицу. Не надо очищать прям идеально, чтобы не было, потому что, ну, это останется в любом случае, не переживайте, на вкус это не влияет, даже наоборот, это приносит вот именно вот этот вот запеченный вкус, поэтому, ну, не переживайте, если они там прям не идеально чистые, камера потеет, пускай немножко остынет, и баклажан то же самое, держите за хвостик, поэтому хвостики не отрезайте изначально, и аккуратненько сверху вниз вот так вот ножиком счищаете. Я думаю, у вас получится, попробуйте. И у вас получится. Ждем немножечко, пускай остынет. Пахнет, обожаю. Итак, ребят, смотрите, сейчас мы порезали эту баклажан. Вот я его буквально порубила ножом. Здесь перец. Точно так же я его порубила. Семечки пускай вас не смущают. Сейчас можно это все соединить. Но я хочу сделать две закуски. Вот, поэтому я их не буду соединять. Нам нужен чеснок. И сюзми йогурт, то есть такой густой йогурт, или же это может быть, в принципе, густая сметана жирная. Все, сейчас нам нужно измельчить чесночок. Добавляем чесночок в йогурт, все хорошенечко помешать. Также солим по вкусу и все, готова заправка. Сейчас ее разделяем на вот эти две закуски, одну в баклажан, вторую в перчик. Также сюда очень хорошо подходит зеленая петрушка. Мелко-мелко порубить и в баклажанчик добавить зеленую петрушку. Будет просто фантастика. Все размешиваем. И закуска готова. И вот, друзья, готовы две закуски. Восхитительно вкусно, очень просто и очень быстро. Обязательно приготовьте, я уверена, что вам понравится, потому что это, на самом деле, на хлебушек это лучше любого салата. Потрясающе вкусно, просто невозможно. Обожаю, обожаю вот эти закуски. Меня их научила готовить турецкая свекровь, поэтому не сомневайтесь в том, что это на самом деле очень-очень-очень вкусненько. На хлебушек, просто обалденно. Все, друзья, надеюсь, что вы это приготовите. И жду от вас комментариев. На этом заканчиваю. Приятного аппетита, будьте здоровы и счастливы. Пока-пока.